Добро пожаловать на мой канал, с вами Валентина. Новая работа, буду шить вот из таких ненужных обрезков джинсовая ткань. Чем она мне нравится, что можно взять с одной стороны расцветка и с другой, и скомбинировать что-то такое интересное. Все обрезки неправильной формы, и предварительно я их отутюжила. Берем любую основу, это у меня нетканое полотно, у меня его много, поэтому я его использую. Подойдет старый пододеяльник, наволочка, любая ткань, ее будет не видно. В качестве клеевой буду использовать флизелин. Шершавая сторона наверху, здесь клей, обратная сторона гладкая. Можно использовать паутинку или лоскуты приклеивать на обыкновенный клей-карандаш. Размер моего полотна 45 на 35. И начиная с середины, но начинать можно с любой стороны, я выкладываю мозаику. Но делаю небольшой нахлест между лоскутами. Складываю так, чтобы цвета были разные, чтобы они друг с другом не соприкасались. Делаю небольшой нахлест и вот так по кругу выкладываю, сочетаю разные цвета. Вот эти ниточки я обрежу. Можно лоскуты положить хаотично, а потом пробелы чисто заделать какими-нибудь другими цветами. Я стараюсь, конечно, чтобы у меня цвета не попадали друг с другом. Вот светленький вот сюда вставлю. Когда выложили полотно, по идее, мы можем пройтись утюгом, чтобы наши лоскуты сцепились с клеевой, и делать стежку. Но я решила немножечко добавить красок. Я вырезала цветы, вырезала листья. Вот такие разные я цветочки произвольно накидаю. И я их приклею на клей-карандаш, чтобы они у меня держались. Ну, как-то так вот, чтобы они. Вот. И стало повеселей. Конечно, можно сделать другую композицию, сделать стебли, что-то еще придумать. Но я оставляю так. Вот у меня обыкновенный канцелярский клей-карандаш. Сильно заготовочку не мажу. Слегка несколько мазков. И на нужное место просто прикладываем и прижимаем рукой. Приклеилась к руке. Сейчас я поправлю. Все, цветы приклеила. Теперь я верх решила накрыть или органзой, или фатином, или сеткой. Хотя можно и так сделать стежку. И причем джинсовая ткань, она бахромится. Когда вы прошьете и потом несколько, допустим, стирок, у вас будут бахромушки. Но я хочу без бахромушек. В качестве верхней ткани буду использовать органза. Я не знаю, что это за цвет. Он такой, ну, красивый. И вот как раз у меня по ширине 34 сантиметра. Тут немножко не хватает, но это не столь важно. Это можно и подрезать. И теперь я утюжу через мокрую марлю. Органза, фатин очень боятся утюга. Поэтому на «вы» обязательно теплым утюгом или через ткань, но желательно мокрую, чтобы еще отпарить. Зафиксировала булавками, и теперь можно смело делать стежку. Ваша задача хорошо прошить, чтобы у вас ничего не развалилось. Я буду шить на свободном ходу. Меняем лапку и убираем зубчики вниз. И можно сшить в любом направлении. Если вы не владеете свободным ходом, можно прошить простой строчкой, меняя направление по кругу или какие-нибудь полосочки, клеточки. Что хотите, но вы должны все закрепить.
Сделала строчку на свободном ходу желтой ниткой. Вот такая заготовка одна. И вторая сторона будет однотонная получилась. И теперь надо выровнять. Берем линейку длинненькую, выкладываем, чертим черту и излишки отрезаем. Одну заготовку выровняли, и по ней можно выровнять и вторую. Две заготовки готовы. Вот такая обратная сторона получилась чистенькая, но она будет прикрыта подкладкой. И смотрите, невзрачные цветы. В серединку можно пришить пайетки, бисерки. Как-то немного их приукрасить. В серединку цветка решила сделать 3 штучки пайетки, потому что одной будет мало. Есть вот такой разноцветный бисер. Сейчас я чуть-чуть приукрашу. На 2 детали взяла дополнительные 2 полоски. Высота 13 сантиметров, ну а ширина вашей будет сумки. Сантиметр ушел на шов. Сделала отстрочку такой же желтой ниткой. Сделала 5 на 5 квадраты. Они будут вырезаться. Вырезать буду, вот сложила 2 полотна вместе и сразу 2 отрежу. Пришила ручки. Длина ручки это у меня стропа. Можно сделать из такой же джинсовой ткани. Край прошлась зажигалочкой, опалила край, на сантиметрик вытащила кверху, прошлась несколько строчками. У меня от края по 12 сантиметров, а стропа сама, наверное, 4 сантиметра шириной. И теперь нужно выкроить подкладку вот именно вот такого размера. На подкладочную ткань можно пришить карманы. Подкладку выкроила из бязи, вот такая розовенькая в горошек. Также сделала квадраты 5 на 5 сантиметров. Чисто вот по этому шаблону. Если у вас цельнокроенная подкладка, то нижнюю часть на 2 сантиметра 1,5 делаете короче. Она у меня разрезная. И сейчас мне нужна еще одна полоска наверх. Высоту смотрите сами по вашей сумке. Решила все-таки сделать карман, но из джинсов. Это оригинал. Я просто от брюк вырезала, оставила 1,5 сантиметра сбоку. Вот, посмотрите. И у меня получится 2 кармана. Один здесь, другой здесь. Я сейчас что сделала припуски. Вот так сделаю подгиб и прошью 2 раза. И вот такой карман уже в оригинале у меня получится. Прошила ручки, сделала закрепки, прошла несколько раз и крест-накрест. И теперь, когда сделали подкладку, на всякий случай прикладываем верхнюю часть, нижнюю часть, все уголочки вместе соединяем и проверяем. Вот видите, буквально 0,5 сантиметров уже есть разница. Все лишнее отрезаем. Все 4 заготовки должны быть одинаковые. Вот такой карман-то и получился. Не забываем делать обязательно закрепки в начале строчки и в конце, потому что карманы, руки будут постоянно туда-сюда лазить, и он у вас порвется быстро. И получился, кстати, карман в кармане. Мне понравилась такая затея. И теперь складываю лицо к лицу подкладку. Лицо к лицу складываю эту часть. Как собирать сумку, здесь вариантов много. Во-первых, вы можете лицевую часть сложить с изнаночной, прошить по верху и потом вот эти полотна соединять между собой. А также можно сшить отдельно верхнюю часть, отдельно подкладку. И потом по верху, по кругу прострочить. Но в любом случае, что в подкладочной ткани вам нужно сделать отверстие для выворачивания. Его делаем или внизу, или сбоку. Потом оно будет зашиваться. На подкладочной ткани я сначала прошила бока, потом прошила низ и сделала уголки. И вот смотрите, раздвигаете шовчик к шовчику и прокладываете строчку. Не забываем делать закрепки. Это получается вот так. Сейчас я вам покажу. Тут тоже начинала сверху, соединила эту вставку, чтобы стык был, чтобы наши 2 детали состыковались. Вот так пальчиками раздвигаем. Собираем шовчик к шовчику аккуратно. Вот немножко грубое полотно, поэтому не очень так
сразу и удобно. Направление строчки можно сделать в разные стороны. Одну в одну сторону, другую в другую сторону. Или направить их также в одну сторону. Вот так. Соединяем уголочки, делаем закрепку и прокладываем строчку. И у нас получится дно у сумки. Все прошили. Пробегаемся взглядом. Все ненужные нитки отрезаем, чтобы они у нас не были. Не бойтесь, у нас сделана закрепка. И теперь складываем лицо к лицу. Подкладочная ткань лицом к основной ткани лицом. Можно подкладку пустить наверх, может и ваша верхняя заготовка быть наверху. Это без разницы. Складываем все вместе. Одна в другой сумке. Ручки убираем туда вовнутрь. Обязательно, вот смотрите, у меня здесь шов идет на правую сторону. Значит, он здесь должен идти также на правую сторону, чтобы не было перекоса. Соединяем вот эти швы и прошиваем по кругу. 2 раза желательно. Сумка моя полностью готовая. Все прошила, вывернула через техническое отверстие. Необработанный край подвернула вовнутрь и проложила поверх строчку. Увеличила объектив, соединила 2 части вместе, проложила строчку и пустила еще декоративную строчку, выравнивая, слегка перекатила туда-назад и пустила такую же строчку, как и внизу. И вот такая сумочка получилась. И у меня дно получилось 9, ну, будем считать, что почти 10 сантиметров, 9,5 сантиметров. Несмотря на то, что это джинсовая ткань, получилась она не тяжелая. У меня были работы потяжелее. И вот такая вместимая получилась. Можно ходить смело в магазин или куда-то, ну, на пляж, еще куда-нибудь. Вот сумка в полный рост, не умещается в объектив. По этому принципу я шила вот такую сумку. Это есть все на канале, тоже текстильная пицца из лоскутов. И проектная сумка, мне очень она нравится, но что-то просмотров нету. Вот такая прелесть получилась. И тут домики, и гуси, и утки, и все, и малый с магнитофоном, и с коктейлем. Загляните, посмотрите, у меня стоят заставки именно такие. На этом все. Пишите комментарии, понравилось, не понравилось, будете вы такое шить или не будете. Ну а мы с вами встретимся в следующем видео. Видео будет творческое. Пока-пока.